Господа, вы только посмотрите, дебетовая карта Тинькофф Black в уникальных дизайнах с Риком и Морти. Кэшбэк за покупки до 30% настоящими рублями. Доход до 7% годовых на остаток по счету. Наличные можно снимать в банкоматах бесплатно, а также переводить деньги по номеру телефона без комиссии. Оформите реканутую карту до 30 июня и получите бесплатное обслуживание навсегда. Ссылка в описании. Господа, здравствуйте! 15-я юбилейная серия по Audi, и начинается она с ответов на вопрос. Нам нужно вам кое-что объяснить. Давненько мы с вами не коммуницировали, и у вас слишком выдающие нашу некомпетентность вопросы, и мы можем это объяснить. Значит, самый частый вопрос: Константин, тебе неправильно одели ремень. В целом, даже моих поверхностных знаний в автомобилестроении хватает, чтобы понять, что 5-3% прилегания ремня к генератору не дадут необходимого зацепа. Я даже сейчас, видите, его проворачиваю, потому что ремень должен быть по-другому. Да, и понятно, что ремень, наверное, должен идти так, вот сюда на вискомуфту, скорее всего. С муфты он уходит типа сюда, и здесь, возможно, прямо. Вот так, на шкив колена. Это не точно, наверное, да. Все-таки, учитывая, каких размеров шкив, наверное, он уходит сюда. И тогда вроде как все совпадает. Тогда его так сюда лобзали для того, чтобы мы поставили уже точно компрессор кондея, и все, была какая-то иллюзия сборки. В общем, меня в тот момент не было, Владислав попросил, ребята сделали. И это все 3 ошибки, то есть так быть не должно. Во-первых, должен быть я, во-вторых, Владислав не должен был это просить, в-третьих, ребята не должны на это были вестись. Но так вышло, и тем не менее у нас есть этому всему объяснение. Нет, это не только это коллективная ответственность, Ярослав, не надо искать крайних, мы все в этой лодке. Далее вопрос следующий. Некоторые задавали его в свободной форме, а некоторые в форме насмешек. Типа, ха-ха, вы, значит, большие молодцы, поставили радиатор кондея перед интеркулером. Таким образом, интеркулер не будет достаточно сильно охлаждаться, и задний аккум вообще все плотно, и типа, стройте дальше ваши машины. Так вот, в реальном мире, наверное, я бы с вами согласился, что интеркулер, на мой взгляд, должен действительно стоять первым. Но, к сожалению, кроме реального мира, есть еще радуга, по которой ходят инженеры ВАК. И вот, к примеру, вот эта фотография, это у нас Passat B7 турбовый. И теперь можете сравнить ее с этим, потому что у нас кулек стоит от того же Passat. И он стоит действительно здесь, и он действительно по ГОСТу стоит за радиатором кондиционера. Непостижимо почему, но инженеры ВАГа делали так. И это относительно живет у них. Посмотрим, как это будет жить у нас. Мы не гарантируем, что это все-таки идеальная схема, потому что все-таки, мне кажется, кулек должен быть в начале, ибо не хватит. И третье, это то, что мы подрезали радиатор кондиционера. Здесь, конечно, нужно немножко понимать, как делает кондиционер. Кондиционер всегда, компрессор, давит определенную давку в этот радиатор. Давит ее для того, чтобы сжать фреон. Фреон через это сжатие нагревается довольно мощно. Далее давление фреона в нужном моменте сбрасывается резко, через это он охлаждается. Беспощадная физика. И когда он охлажден, он, соответственно, уже попадает на этом охлаждении в радиатор кондиционера уже, который салонный, и воздух охлаждается. Охлаждается он, по-моему, всегда чуть ли не до точки росы. Далее он уже печкой обратно догревается до той температуры, которая установлена у нас на блоке климат-контроля. Так все это и работает. В чем проблема? Что мы уменьшили радиатор, а помимо этого никакие остальные параметры мы не уменьшили. То есть компрессор кондиционера как сжимал до нужного давления фреон, так он и сжимает. Этот фреон греется невероятно. Соответственно, и количество фреона, и его давление не уменьшились, а площадь испарения, в данном случае тепла, за счет подрезанного радиатора у нас уменьшилась. Приводит все это или к срабатыванию датчика по температуре, давлению, который будет вырубать компрессор кондиционера, и кондиционер не будет греть, или к закипанию фреона внутри радиатора и взрывоподобному его разрушению. И да, вы правы, посмотрим, что будет. Исправлять мы это сейчас вообще категорически не собираемся, потому что основная ставка на то, что сработает датчик, и просто компрессор кондея будет чаще выключаться через то, что здесь температура будет слишком критично быстро расти вверх. Как это по факту в Петербурге, в котором третий день сегодня 20 градусов тепла, и это впервые за этот год. Напоминаю вам, в этом году прошло уже половина года, через 5 дней будет ровно полгода. 180 дней прошло в этом году, и 3 из них с температурой более 20. Кондиционер. У тебя будет самая беззаботная жизнь в этом мире. Ты в Петербурге. Все в порядке. Поэтому на это и рассчитываем.
Третий вопрос, и очень важный, почему вы не хотите делать водяное охлаждение? Потому что водяное охлаждение позволит завести на него, во-первых, 2 кулера разных размеров, хоть 3, хоть 4, неважно, там только гидролинии пускай, и кульки могут висеть, как у современных тачек, сбоку, здесь освобождается место. Плюс на водяное охлаждение можно также завести у нас еще кондиционер. Туда же он заводится, и там же через теплообменник, там же обменивается. Вообще, получается все нарядно, что у нас спереди останется просто основной радик и кулек. Ну и радик гидрача я уже вообще в расчет не беру. Но это довольно сложно. Есть идея просто для начала пойти легким путем. Попробовать, прокатит ли так. Если не прокатит, действительно на водянку мы всегда можем перейти. И мы обсуждали это в предыдущей серии. В предыдущей серии. И да, вы этого не видели, потому что мы это вырезали. Но эти разговоры здесь были постоянно, он, Ярослав, не даст соврать, что эта водянка всплывала каждый долбанный раз, как только мы доходили до варианта. Да, сразу это водянка. Но водянка довольно сложная, замороченная, она также по весу чуть ли не больше, чем этот интеркулер будет и так далее. На нее мы перейти всегда успеем, если что. Это в основном не проблема, но это бачки, насосы найти, привезти, купить, собрать, это сейчас как будто выглядит проще. Возможно, мы ошибаемся. Простите нас. Еще с прошлой серии оставался косяк, что была снята заставка, как Александр перепаивает светодиоды в эту приборку, а введение к ней подписать я по каким-то причинам забыл. Так вот, мы паяем красные диоды в эту приборку, это еще вызвало очень большое количество ваших откликов в комментариях на тему, что это колхоз, ведь надо оставлять теплый ламповый свет. Здесь есть теория заговора. Если вы шарите в Audi, пожалуйста, расскажите нам об этом, так ли это. Потому что в Audi исключительно красный цвет подсветки вообще приборов, кнопок и тому подобное. А у нас здесь обычные желтые лампочки, и через это подсветка приборки была янтарная. Янтарный цвет испокон веков был у BMW, а Audi было красный. И чтобы исправить эту историческую несправедливость, Александр и впаял красные светодиоды в приборку, чтобы получить чистопородную красную подсветку. В Телеграме подписчик в комментариях со мной общался и сказал, что красная подсветка в Audi пошла с А6, а сотки были еще на янтарной, с обычными лампочками. Мы решили, что просто янтарная подсветка стала ввиду того, что выцвели световоды или фильтры, которые там были, и поэтому она просто изменила свой цвет, потому что, к примеру, в начале, когда мы купили Audi S4, у нее подсветка климата была янтарная. Климат-блок, который мы купили ремонтный, он уже красного цвета, и тогда Александр где-то там нагуглил, что янтарная подсветка была в Сиатах, а вот в Audi именно красная. Короче, мы не знаем, но мы точно знаем, что современные Audi и A6 и далее, то есть 94-го конца года, они точно все с красной подсветкой, и ориентируясь на это, мы сюда также впаяли красные диоды, чтобы подсветка была красная. То есть мы докапываемся вот до таких мелочей, но опытные ваговоды вроде как говорят, что есть мелочи и покруче, чем мы до которых докапываемся, и что действительно она должна быть янтарная. Помогите, остановите нас, мы задолбались сделать ее янтарной или красной, надо с этим что-то срочно выяснить в комментариях прямо сейчас. Даже тот же люк, который состоит из 3 элементов, получается, даже из большего элемента, и то он весь страдает, бедняга, потому что, вот, к примеру, есть люк, его покрасили, вокруг него есть резинка, она от времени скукожилась, и чтобы ее вытянуть, пацаны эту резинку растягивали 2 недели, грели ее и делали все возможное для того, чтобы она стала нужной длины. И теперь она приклеена на клей. У меня есть мнение, что она через полгода скукожится, оторвется даже от клея, и снова здесь возникнет этот зазор. Но посмотрим. Это ладно. Дальше. У этого люка есть декоративная часть. Вот она. Это потолок, который в районе люка. У него есть крепление, у которого есть усики. И у нас, получается, из донора уже собирается люк, потому что эти усики были, а вот этой одной защелочки, вот этой вот ее не было, она была отломана. И из-за этого ткань не могла нормально прикрепляться к люку, и она бы провисала. Ну, то есть, опять же, просто долбанный люк. Взять его, поставить, но он был покрашен, резинка растянута, ткань перетянута, и клипсы поменены от донора. Только люк. Будет та деталь, которую мы просто поставим однажды. Но, наверное, не в этой серии.
Я Так, видел всё. уже, что там, это подарок. А я не Да. видел. Это, короче, крутой ништяк. А на что он? Не догадаешься, это для... На Ауди? Я думал просто деньги. Это Казахстан? Я не знаю, там написано. Привет, ребята. Мы рады, что Костя и вы восстанавливаете такой интересный проект, интересный проект на 5 цилиндрах. Мы хотим вам подарить оригинальные сувениры. С уважением, Вадим и Александр. Сотка в стоке. Сотка в стоке. Что это? Это прокладка Да. головки блока. 5-цилиндровая. Спасибо, очень редкая вещь. Спасибо. Они металлические. Они металлические, реально. На крайний случай можно их установить. Это, ну, типа брелок. Сотка в стоке. Мне кажется, это ненавязчивый продакт-плейсмент некого YouTube-канала. Но, с Возможно. другой стороны, это будет инфоповод его посмотреть. Ведь там наверняка есть некий опыт владения и восстановления, да? И Там здесь 5 штучек. 5 Как штучек, символично. потому что, да, 5 цилиндров, 5 прокладочек. Спасибо. А это не как в журналах для гостини, типа, а за остальные деньги, за 150 Соберем. рублей в месяц, вы можете собрать весь двигатель целиком. Но последние детали будут стоить 2000 каждая. Спасибо, ребята. Это, видимо, брелоки для ключей, я подозреваю. А может, даже и нет. Это штатный бензонасос Audi, в который Александр при помощи сварки и гидравлического пресса на 18 тонн без проблем ставил насос 44-й Bosch, который будет питать наши максимальные форсунки. А это сток, да? Да. У тебя толще. Знаю. Надо признать. Далее, как вы видите, Михаил спустя 63 дня Но неправда. беспрерывной работы, сконструировал нашу будущую нерабочую, в отличие от Михаила, кассету, как вы все пишете в комментариях. И сейчас уже даже почти готовы пайпы. Пайпы всем очень нравятся, потому что путь воздуха получается, ну, просто кратчайший совсем. От турбы сразу залетает кулек сюда, из кулька сразу сюда на впуск по буквально вот таким пайпам. Вот просто максимально короткие пути. Что даст нам скорость реакции на педаль акселератора? Какое-то имеет значение, когда турбо раздувается на 5500, никому не известно, но у нас будет этот спул с 5,5 до 7200, в который мы поедем. Наверное, это не точно. Возможно, все будет не так. Мы просто сначала хотели поставить два штатных интеркулера. Справа и слева. Таких квадратных. Как вы видели, мы отказались от этого потому, что вот здесь как провести пайп, он же здесь в стоке где-то идет, я вот что подумал. Стоковый он вот здесь. Да, но он идет вот так. И это нам всем очень не нравится. Теперь там идет такой. Что гораздо лучше. Но самое главное, что в этой серии что? У нас должен запуститься двигатель. Зажигание, Саня говорит, уже включается, дроссель шевелится, газ работает. Да, и так даже прямо и не верится, что это однажды произойдет, потому что времени уже совсем мало. Это однажды произойдет. Это однажды произойдет в этой серии. Получается послезавтра. Получается, да. А для вас через несколько минут. Почему у них всегда все быстрее? У них всегда все легко вообще. Они такие прям красавчики. 2-3 минутки и Да, все, запустили. Да. запустили. Еще и мотают, главное, потому что, ну что тут, а что ничего не происходит? Почему так скучно? Потому что, братишка, это реставрация. Попробуй 5 лет в гараже вот так поофигевай до состояния хотя бы вот такого. 1 300 000 рублей отдай, и потом сам встань, посмотри на свои фотографии за последние 5 лет и сам себе скажи, что так скучно? Сам себе в зеркало вот так, что так скучно ты провел вот эти вот 3 года? Зачем? Зачем? И где мои деньги? Я мог жить в квартире, но у меня Ауди. А? Вот это, подумай обо всем этом, когда вот это пишешь. О, Потому что, честно, несправедливо. Тут супер сроки, супер усилия, супер затраты человеческих просто ресурсов. Скучно. В этом и есть основная сила — перебороть рутину. Все, короче, ладно, завязывай, иначе сейчас это будет 40 минут видео на тему, как не все всегда правы, да. В общем, если вкратце, Александр изобретает схему, которую инженеры УАЗа так до сих пор и не смогли изобрести. Это обратка. Бак сложной формы, он огибает кардан. Он даже уже редуктор, да, до кардана бедняга не дотянул, и он огибает редуктор. Стакан у нас, как вы видите, по отформовке стоит здесь, потому что это самая высокая часть бака, и высокий стакан в нее поместить очень легко. Но чтобы в бак помещалось еще больше топлива, чем вот это вот, соответственно, есть его сложная форма. Она вот сюда заходит, огибает там редуктор, и получается, что здесь получается какой-то еще один. Получается, здесь еще получается стакан. И чтобы отсюда вытаскивать какую-то часть топлива, которая здесь
просто балласт там присутствует, нужно сделать некую систему перекачки. Понятно, что есть система сообщающихся сосудов, можно сделать ее пассивной, просто пустив трубку внутри бака, и тогда рано или поздно оно само будет перекачиваться, а может и нет. Но Александр изобрел то, что до сих пор не удается сделать сотрудникам УАЗа. Вы скажете, как так? Ведь на УАЗах там уже с мохнатых годов есть эта система перекачки. Да, но она не работает, и все владельцы УАЗов это прекрасно знают, потому что когда два бака между собой сообщаются, у нас отсюда, видимо, идет обратка, а отсюда у нас идет из этого стакана, то есть у нас это стоит как-нибудь вот типа так или так, отсюда прилетает обратка и за собой утягивает топливо из этого стакана в этот. На практике все это хорошо, в теории вернее, а на практике я это чинил раз 10 в УАЗике. Такая конструкция, она простая, она не ломается. Да, они тоже так думали, да, но рано или поздно что-то происходит. Но в целом... В стоке вообще эта часть бака не работает. Она есть запасной резерв, неприкосновенный запас. Об том и речь. Как мы говорили ранее, здесь без камеры, в стоке Александр на УАЗике тоже не работает. Однако он крайне полезен и умен. Поэтому в этот раз, наверное, его схема все-таки тоже прокатит. И мы получим ту самую мечту бензовоза из Польши, который заправляет свой 70-литровый бак 105 литров и потом без проблем сгружает их населению в своей стране. И в стоке перекачка топлива отсюда сюда, она подразумевается, в поворотах, на торможении, на изгибе рельефа местности. Это хоп, и перелилось. А мы хотим сделать, чтобы оно постоянно сюда переливалось. Вот. И даже если это не будет работать, ничего страшного. Скорость перекачки шокирует. Слушай, это не стоячая хотя бы. Но у тебя все равно давляк космос сейчас какой выдает. Обратка так не выдает. Слушай, ты представь, на холостом у тебя все, что насос выкинул, 90% 9 вернется обратно. Это же 44-й Bosch, он же дует как ракетный двигатель. Это аккум у тебя 15-вольтовый какой-нибудь? 10,8. 10,8, то есть вообще то, что надо прям. Я думаю, на холостом у нас такая и будет обратка. Я же когда запускал этот мотор на палете, примерно такая была обратка. Да, уменьшается, да? Уменьшается. Причем, такими адекватными темпами. И тут ломаться-то, по сути, нечем. Никаких клапанов. Но если бы у вас на 44-м Боше катался, наверное, бы тоже работало. Да. В общем, перекачка есть, перекачка очень лайтовая, при условии 44-го Боша. Я думаю, литров в час точно надо будет качать. А там больше не надо с другой стороны. Нам не надо пенистость повышать топливо. Пускай оно спокойно Топливо, да. функционирует и все. Он сказал пенистость. 8 Б в атаку, в комменты. Первый запуск. Первый запуск, конечно, первый. Да, он каждый раз как первый.
мягко работает, очень мягко. Саня, Саня, держи себя в руках. Саня, не надо, не надо. Просто положи это на землю и отойди от машины. 2 шага назад, Саня. Ну, как вы поняли, технические жидкости залиты, тосол, масло, все есть. И мы можем сейчас просто смотреть, как он работает. Прошивка дефолтная, поэтому, конечно, газовать, ланчевать там и все прочее, наверное, не надо, потому что ничего не настроено. Но у нас есть машина, вон обгорать пошло, которая заводится и работает, и не стучит пока даже. И есть даже приборка, на которой пока ничего не Я не показывает. уверен, что оно еще должно уже показывать. А Там, есть кстати, у нас есть. Вот тот фактически показывает. за 5? Да, Серьезно? да, холодное масло. Сейчас подождем, оно прогреется. Звук необычный, да? Педалька есть, можно чуть показать. Я знаю. Давай попробуем, ладно. Чуть-чуть. Ра-та-та-та-та. Я газую. О-хо-хо-хо! Это интересно. Да, звук хороший. Тахометра пока нет, поэтому непонятно, не Мы пока не хочется. знаем, какой сигнал. А поскольку отсечка 7, поэтому как бы там, по-моему, оно работает. Ровно, да, не дымит. Да, никак, вообще и кайф. Даже не особо не пахнет. Никакого стука, звука постороннего. Что-то где-то может потечь. Пока Сейчас все будет, погоди, дай пока Нагреется, и радиаторы всё. теплыми станут, да. Пока что теплый, да только вот тот будет. Но он пока холодный. Вот здесь странный звук. Глуши. Звук отсюда, с гидроща. Очень странный причем. Он какой-то горячий прямо. Очень. И обгорать пошел. Это он дымит. Не, он очевидно перегрелся, как будто он всегда в максимальном давляке работал. А или, и как, колёса жёг? или как в стену давит. Еще А жидкость ушла, да? Жидкость нет, вот она по самое Не, её горлышко. щас еще залили. Подливали, но там мало ушло слишком. Еще надо на Он тебя. схода прям не очень много Тебя до забирал. самого верха. Давай руль с донора просто снимем, поставим. Я Просто ключ. предлагал Да, это еще Ты ещё тогда. вчера предлагал. Конечно, конечно. По-моему, ты продавливаешь. Капец, я по шлангам это чувствую. Там прям зашевелилось всё. Какое давление он создает примерно? Он максимальное, мне кажется. О, Гидравлика уже трещит по швам. Саня, Крути руль, Олег, тебе. мне кажется, ты парень-то языкастый все-таки. А у рейки шланги Вот там горячие, нет? Там их сложно перепутать. Там банжа Нет, разных так размеров. я потому что догрелось ли оно по туда? этим. То есть горит только сам насос. А, так, ну вот, ну-ка. Гидролиния от него пошла. Гидролиния горячая. Да? Да, туда Ну, а на гидролиния него. горячая, может, она от насоса скорее не то, что лежит. она Да. А конец гидролинии теплый, холодный? Не, холодный. Все, это значит... Он это просто, видимо, не качает внутри себя, и поэтому кипит. Мгм. Может, конечно, не прокачался, на воздухе работал. Уходит, уходит! Молодец, бурлит, смотри. Да, все, уходит. Крути, крути, крути. Слушай, ну трубка остыла. Но по ней чувствуется, как жижа идет. Прям это слышно. Вот сейчас будет он из крайнего уводить, почувствуешь сейчас. Нет, шланг все стал нормальный. Ну-ка, сам гидрач. Смотри, воздуха здесь меньше. А, гидрач остывает. Насос-то, ёптель. Все, вон я рукой держу. Смотри. Нет у меня больше руки, ребята. Тогда получается, кроме вскипевшего насоса гидроусилителя, у нас пока все нормально. Но он перестал кипеть. И заработал радик. Но это еще не все, потому что машина должна закрутиться колесами сейчас. Давай на передачу заведем. Давай заведем на передачу. Как вы видите, черные пайпы, штатный корпус воздушного фильтра, и все практически по заводу. То есть, когда открываешь этот капот, вот ну, прям действительно турбина спряталась хорошо. Не особо сейчас видно, что это не сток. Конечно, швы эти выдают, но с другой стороны, мне кажется, может сработать. Потому что все-таки заменить пайп заводской на алюминиевый мы могли, потому что не достать оригинальных запчастей, естественно, нет возможности сейчас. Также и здесь, и при всем при том, у нас предполагаемые наши 400 сил должны быть. Еще это вот так вот сюда. Да,
Ну, вот примерно что-то оно все так и выглядело, в общем, да. В идеале, знаешь как, ты берешь этот пайп, разрезаешь, его напяливаешь на этот, и у тебя получается прям резиновый этот завод. Вот. Но в остальном, пока вот сейчас, если открывать капот, здесь еще планочка ляжет, вот эти вот пластмассочка, это, ну, гражданский мотор. То есть, чем мне иногда не нравится, ну, вернее, мне не нравится, но это мое мнение, на самом деле, ничего плохого в этом нет. S4 большинство людей, когда ставят, это просто здесь вот огромная турбо, она еще вот сюда побольше выведена вместо фильтра, и на нее просто напялен нулевик. И когда этот капот открываешь, ты сразу такой: о, нифига, корчулыга. Это один подход. Я не говорю, что он неправильный, но в современных реалиях, когда кругом 12.5.1, когда повышенное внимание, особенно ко мне, инспекции, это абсолютно не нужно. Нужно вести себя прилично, спокойно, и машина в данном случае просто больше восстанавливается, нежели чем корчуется. И в этой ситуации вот прям все нарядненько. И выхлоп не будем делать громкий какой-то там, вот этот вот. Вот это вот сзади вот. Штатная, короче, сзади торчит две трубы. То есть мы берем одну банку или от X5, или от Range Rover Sport SVR, у нее уже в стоке есть заслонка, и все работает сразу же, и больше ничего не надо. Сейчас будут комментарии насчет вот этих вот банок. Что? То, что это... Надо ставить только борлу. Ну, Ремус. Ремус. Верю. Но поставим что-нибудь современное, просто элементарно с управлением, и все будет нормально. Может быть, может быть. Рассмотрим, давайте все варианты. Стартуем. Диски не идеально ровно. И в этот момент я такой: ну ладно. Диски не прикручены? Не на двух болтах. Ну, допустим. Допустим, да. Они на шайбах стоят же, точно. Они не отцентрованы. Можно проезды уже снимать, ребят, отсюда. Вот эти кадры с дисками, Никитос, как ты любишь, чтобы все было красиво. Температура пошла. О, температура масла. Только оторвалась стрелка. Не, ну кайф же. Все, оживает, крошка. Давай ты показываешь, я по силикончику попробую. Бары пощупаю. Сейчас. О, ну-ка еще. Да, братан. Есть давка, есть. Толкается мальчик оттуда, чувствуется. Прямо такой чуть-чуть. Нет, буст есть, хорошо. Но он капец как греется. Да, не работает датчик температуры, к сожалению. То есть вентилятор не включается с датчика. Он включается, если его перемыкать самостоятельно, но датчик оказался кривой. И это все не работает. Да, это очень опасно. Но вентилятор красава. На максимальном режиме он делает холодными все радиаторы. Просто холодными. О! Вот это, братан, вот это мотор. Да, ребятки. И туда застучал. А я вижу, где тот лежит. Все нормально. Когда он криво сточит. Все идеально, даже сточенные черепа. Теперь точно стуканет. Еще надо? Нет, спасибо, я вижу, где они. В общем, как вы поняли, монетка стоит, все в порядке. Он реально ровно работает. Да, для первичной настройки очень даже хорошо. Да, 5 цилиндров все-таки сила. Не, ну что, это успех. Оставляем его помолотить на полчасика, наверное. Посмотрим, пока он стуканет. Да и потом финалочка. Ну, мы видим классику первого запуска. Это под мотором две лужи. Это антифриз и масло. Антифриз, потому что мы закипели в начале, потому что не сработал датчик температуры и не закрутился вентилятор. И масло, потому что не до конца закручен датчик давления масла в блок. Поэтому из-под него это масло давит. Но, тем не менее, там показометр показывает 2 бара на холостых. Это очень хороший показатель. Но больше всего в этой ситуации радует, что мы уже полчаса стоим здесь. Нету дыма. Мотор не дымит, при том, что у нас просто хвост после даунпайпа сразу и больше ничего. И все в порядке, свежесобранный мотор. Никакого дыма, посторонних шумов, кроме, естественно, самого выхлопа,
Возле двигателя даже слышно, как форсунки работают чуть-чуть. Никаких подшипников, ничего пока не свистит. И все, и мы уже можем практически выезжать, если бы не несколько небольших «но». Как вы видели из заставочки, у нас даже уже полностью готовы тормоза. Практически полностью. Под них даже закуплены уже вот датчики ABS. Они все передние, но это абсолютно не важно. Они новые и сюда залетают без проблем. И управляться они будут тем же блоком ABS от Chevrolet Niva или Гранта, если хотите. Забавно, да, что новые Гранты выпускаются без ABS, а у нас S4 94 года на блоке ABS от Гранты. Бадумс! Вот это просто идеально. И даже поставлены тормозные щитки. Поставлен второй суппорт ручного тормоза от Audi R8. Два суппорта. Многие, кстати, из вас говорили, что когда суппорт ручного тормоза стоит внизу, в нем будет скапливаться влага, и он будет замерзать. Я не очень понимаю, почему. И чем суппорт, стоящий внизу тормозного диска, отличается по конденсации влаги от суппорта, который стоит здесь. Ведь влага, она одинаково хорошо конденсируется и на этом суппорте, и на этом суппорте. И с них также она одинаково хорошо стекает. То есть непонятна логика, почему вода именно здесь скапливается, но при этом воды нет здесь. Вернее, даже нижняя точка суппорта, она вот здесь. То есть расстояние между точками вот такое. Но в этой точке воды нет, в этой точке вода есть. Неясно. Типа вода будет скапливаться, потому что она будет стекать с тормозного диска вниз и капать на этот суппорт. Но это же ручник, какая ему разница? Ты приехал на машине, которая горячая. Хорошо, и у тебя диск не мокрый. Даже если он мокрый, он все равно прогретый и относительно теплый. Ты ручник затянул, и все, он держится. Дальше ты его отпустил, ну пес с ним. Пусть у тебя колодки примерзли к тормозному диску. Хорошо, но у тебя кваттро на 400 сил. Провернет все, поверьте, ничего. Плюс блокировка сзади есть даже. То есть, ну, не может быть, мне кажется, никаких здесь негативных сценариев. Несмотря на то, что вы обещаете, что это плохое решение, хотя не знаю. В общем, появились при этом даже тормозные щитки кастомные. Вот они здесь, они теперь закрывают тормозной диск изнутри, чтобы его лишний раз не песочило. Хотя не особо-то его и песочит, мы все это прекрасно знаем. Но вроде как все собрано. Из последнего, что остается, это троса ручника. Они должны быть кастомные по длине. Они будут идти на штатное место, которое приходит вот сюда. Вот оно. И вот так они по штатной магистрали, эти троса ручника будут проходить. Вот, собственно, он даже и болтается. Но он вот настолько будет длиннее, чем этот трос. И его еще изготавливают. Но это никак нас абсолютно не отделяет от первого выезда, потому что есть ручник или нет на первом выезде, нам абсолютно не важно. А то, что нас действительно от него отделяет, это то, что все-таки пропускает тормозуху соединение, то ли здесь, то ли где-то, короче. А где? Здесь, да, именно? Все равно подтекает. А, вот я даже вижу, это капелька прям вот тут вот. А что она потекает? Развальцевали плохо, что ли, или что? Там сильно не затянуто, надо все закрепить. Надо закрепить и прокачать, да? И сегодня этого времени уже нет, это раз. И два, все-таки еще, ребята, я все-таки их очень сильно прошу перед первым выездом. Ну, во-первых, поставить руль, поставить какую-то скамейку, это тоже очень важно. И, во-вторых, все-таки, чтобы сняли логи с работающего мотора сейчас. Чтобы понять, вдруг он беднит или что-то, чтобы нам его просто глупо не сжечь на первом же выезде. Там первый выезд, скорее всего, будет по двору, я хочу сказать, по секрету и до заправки. То есть не выезжает на дороге общего пользования, или мы куда-то ее увезем. Но при запуске сейчас, при первом, бензином не пахло, то есть явно не богатит. А когда не богатит, может что? Может правильно беднить. Плюс пошел буст, сколько его там сейчас приваливает, никто не знает, никто ничего не настраивал. Надеемся, что минимум, а вдруг полный. И тогда клапана... Будет встреча. Горячая встреча будет. Вот, этого всего не хочется. Поэтому нам сейчас и не выехать. А так, все практически готово. Плюс к следующему выезду все-таки уже приедет часть пластика по салону. И к следующему выезду уже точно будет новый датчик температуры стоять, чтобы у нас вентилятор крутился, охлаждался. В общем, вот этих мелочей довольно много, и они уже не сегодня. Поэтому на следующую недельку мы это все соберемся и уже выезжаем и смотрим, что будет происходить на выезде. И это будет очень интересно. Некоторые люди говорят, что сейчас где-то 50% проекта. Но тут уже даже моего терпения может не хватить, потому что 15 серий мы снимали до момента пуска двигателя. И кажется, что если сейчас пуск, а в следующую серию первый выезд, ну их там еще 3-4, все, конец июля готово. Вот что. Да почему нет-то? Ну, ребята, ну мы не сможем столько снимать. Это просто придет к тому, что мы не будем выпускать серию каждую неделю. Там потому что будет вообще уже мелочь. Настройка, опять же. Она одинаковая, длится, ну сколько? Да не, ну пару-тройку дней мы на Диностен заедем сюда. Ну да, если на стенд
На стенде, не на улице. Мы тоже уже с Ярославом это обсуждали, что настраивать лучше на стенде. В общем, то есть у нас остается что? В следующей серии первый выезд, да, это хорошо. Дальше мы там кое-что доделываем, вешаем бампера, наверное, обратно отправляем это все в Милриф, где красят бампера, выставляет зазоры. Хорошо, что-то там доходит по косметике. Настройка. Еще, допустим, сколько-то мы в серии с настройкой, получается, мы добьемся какого-то количества лошадей на выходе. Типа наша, там, вот эти 400, которые мы хотим, чтобы не страдать. Установим, когда наконец-то это все бустит скольки там тысяч. Потому что сегодня, по ощущениям, это бустило там типа с 5,5, как будто бы. Но это не очевидно. В общем, и очень много таких косяков. То есть, конечно, да, следующая серия через неделю. Не переживайте. Все по графику. Но я не хочу, чтобы это было 50% проекта. Серьезно. Ну, там дальше нечего снимать еще 15 серий. И вот это... 75, да? То есть твоя авторитетная оценка. А кто про 50? Кто про 50 говорил? Кирилл? Саня? Нет, Саня говорил. Это вот, да. Короче, давайте не будем расстраиваться. То есть надо жить сегодняшним днем. Надо гореть ярко в этом проекте. Поэтому то, что мы будем делать до следующей серии, я понимаю. Дальше не надо думать о том, что может кончиться плохо. Поэтому, господа, несмотря на все вот это вот вроде как налаживающиеся дела, для нас в медийном плане все наступает только самое тревожное. Потому что непонятно. В общем, до встречи в следующей неделе. Мы все здесь очень сильно переживаем, потому что ровно через неделю, в следующий четверг, эта машина должна ехать. Куда и с каким успехом, узнаем ровно через неделю. Спасибо вам огромное, что следите за этим проектом. Удачи вам всем огромной. Счастливо. Пока. Нет, я не буду выходить из кадра. Я еще потрогаю ее чуть-чуть. Я буду заряжать ее на позитив, чтобы все было нормально.